кто-то нас поджидает. Иоганн, без паники. Это мирная страна. Ты думаешь, что немцам нечего делать, кроме как останавливать старые фургоны? И что, босс? Я же говорил, разве нет? Спокойно. У тебя есть документы, ничего с нами не случится. Где ваши бумаги? Бистро, бистро! Доставай бумаги, потом катись zum Geldautomaten! Jawohl! Herr Oberstufenführer! Maul halten! Jawohl! Herr Oberstufenführer! Яволь? То есть я. Иоганн, покажи им свой аусвайс. Терпение, я храню его во внутреннем кармане плаща. Секундочку. Перестреляет их. Погодите, момент. Босс, я не знаю, куда я его положил. Черт побери, Иоганн, ты что, только пить умеешь? Так, я nicht видеть ein бумага! Мы забрать вас! Что такое, Юрген? Опять ел суп из пакетиков? Герр Оберштурмфюрер, кто-то идет. Это партизаны. Gott mit uns! Итак, мы солдаты, бегите! Итак, мои солдаты, бегите. И последний убежал. Спасибо. Партизаны забирают Странно. нас в лагерь. Пахнет вроде сливами. Босс, есть бумаги. Я нашел их. Ну, Иоганн, кто бы сомневался, как всегда вовремя. Акт 2. Двойной Риббентроп. Тихий, теплый вечер. Ничто не нарушает атмосферу блаженного спокойствия, царящую в долине, где расположен партизанский лагерь. Ничто, кроме сопения Иоганна. Он нервно вертится по сторонам. «Босс, где мы, черт возьми?» — говорит он с явным недовольством. Он сопит еще сильнее, видимо, предполагая, что ответ на этот вопрос ему не очень понравится. «Я не думаю, что нам подобает сотрудничать с этими комми», — жалуется он. «По-моему, для меня, как для немца, это неприемлемо», — продолжает он. Кроме того, с вызовом добавляет он, «Я не думаю, что у них есть тут нормальная выпивка». Его тон становится умоляющим. «Так вот, что у тебя болит, Иоганн», — улыбаетесь вы. «Я обещаю тебе, мы найдем что-нибудь выпить. Как ты сам только что заметил, они коммунисты, а коммунизм означает не только социализм плюс электрификацию. Есть кое-что и покрепче. Иоганн, успокойся, к нам кто-то идет». «Успокойся, к нам кто-то идет». Фигура, приближающаяся к вам, представляет собой даже не смесь, а целый коктейль, сбитый из южного славянства, взрывчатки и огненной воды. Он держится достаточно прямо, учитывая то, что навешенного на нем оружия с избытком хватит на средний арсенал. Одной малюсенькой пульки прямого попадания достаточно, чтобы от его товарищей, ровно как и от врагов, осталось одно воспоминание. Вы решаете держаться от него как можно дальше. К сожалению, как раз в этот момент он смотрит на вас, а на лице его ширится улыбка. Черт, Иоганн, прикинься иностранцем. Я хотел сказать, веди себя так, будто не замечаешь его. Добрый день, партизан стоит перед вами, выкрикивая свое приветствие прямо вам в лицо. Да, и тебе здорово. В прошлой серии мы перешли во второй акт, приехали в Югославию. Ну и, собственно, вот, в Югославию я ехал, меня остановили фрицы. И пока Иоганн искал свои документы в тачке, к нам подошли партизаны. И из-за этого фрицы сбежали, а партизаны нас забрали. И, собственно, я сейчас
с Иоганном в партизанском лагере. «Добрый день», — повторяет он через некоторое время еще громче, но, не дождавшись реакции, поворачивается к Иоганну. «Он что, глухой?» Он показывает на вас. Иоганн изумленно смотрит на него, потом на вас. Вы понимаете, что таким макаром немного вы добьетесь. Нужно поговорить с ним. Может быть, он знает что-нибудь о том, где немцы держат Пьера. Как тебя зовут, добрый человек? Иво, говорит партизан. Широкая улыбка не покидает его не менее широкое лицо. Перебрасывая оружие из руки в руку, он с удивлением смотрит на вас. «Что вы здесь делаете?» – спрашивает он, как будто до него дошло, наконец, что не часто встретишь двоих гражданских в партизанском лагере. Ну, честно говоря, мы здесь не по своей воле. Вы рассказываете ему с самого начала историю своего появления в партизанском лагере. Иво, постоянно улыбающийся и очень гордый, кивает головой. «Ну да», — говорит он, — «вы сами знаете, время военное. Мы должны задерживать всех подозрительных личностей на своей территории. Вы не первые, кто явился из Франции и кого остановили наши», — добавляет он через некоторое время, как будто припомнив что-то. «Погоди, что ты имел в виду?» «Ива, послушай, это очень важно. Что значит «мы не первые»?» Иоганн записал. «Недавно наш отряд потерпел крупное поражение от немцев, перевозивших какого-то заключенного», — объясняет Иво. Немного погодя, он оглядывается и добавляет. «Меня там не было, я был в кабаке. Я имею в виду, я сражался на другом участке фронта». Не смутившись, завершает он. Внимательно смотрит на вас, как будто гадая, не заподозрили ли вы его в чем-нибудь. «Поговорить с нашим командиром», — советует он. «Он спланировал всю эту акцию. Говорят, пленник был важной птицей». «Он спланировал всю эту акцию. Скажи, хотя бы вы его освободили или он все еще в лагере?» Ива широко улыбается. «Не могу», — объясняет он. «Клянусь. Поговори с командиром, только он может помочь тебе». Он некоторое время размышляет, затем на его лице появляется радостное выражение. «Меня ждут неотложные дела на важном участке битвы с оккупантами», — выпаливает он заученное выражение. «До свидания», — говорит он, машет вам рукой и удаляется. О да, придется двигать наверх. И вот показывали эту анимацию так долго. Ништяк. Партизанский лагерь. Ничего не видно, ничего не понятно. Ничего вы у меня не забрали? Карта вообще открывается, а может... Тут, наверное, карты... Или открывается. Европа. Угу. Аннет. Приехали сюда, Югославия. Шеф, подожди. Партизан. Вы подходите к одному из партизан, который, похоже, бесцельно слоняется по огромному лагерю. Он поворачивается к вам, жуя что-то похожее на останки сигареты. Хотя, с другой стороны, это может быть и просто веточка. Где Иво? Где находится ваш командир? Наш храбрый командир принимает в одной из землянок, объясняет партизан, показывая на северо-восток. Он дружески вам улыбается и сплевывает сквозь зубы на траву. Хорошо, это все, что я хотел узнать. Нет, не все. Где Иво? Партизан смотрит на вас широко открытыми глазами. Конечно, в деревне, говорит он без особой уверенности, пожимает плечами и завершает. Мне пора, показывая намерение удалиться в неизвестном направлении. А куда? На войну, улыбается партизан и уходит. Есть тут что-нибудь выпить? Партизан одаривает вас широкой улыбкой, открывающей полный рот желтых зубов. Если тут что-нибудь выпить, кричит он во весь голос. Если ты хочешь выпить, тебе повезло. Вы слышите гордость в его голосе. Слепой Петр гонит лучшую сливовицу во всем то есть во всей Югославии, объявляет он. Его самогонный аппарат на севере лагеря. Понял. Странные ароматы. Так, документы. Иво, у входа в лагерь мы встретили странного партизана. На нем был запас боеприпасов примерно на год.
представился как Ива и рассказал нам, что незадолго до нашего прибытия партизаны потерпели поражение при попытке напасть на конвой. Так, конвой. Ива, к сожалению, отговорился своим обещанием хранить тайну, ничего больше не сказал. Вместо этого он отправил нас к командиру, утверждая, что тот может сообщить нам подробности. Босс этим удовлетворился, а я удовлетворился не очень, поскольку не люблю никаких командиров, даже партизанских. И вот мы очутились в загадочном партизанском лагере. В воздухе здесь веют не менее загадочные запахи. Неужели это забродившая слива? Запах очень устойчивый и перебивает все остальные ощущения. Благодаря его интенсивности довольно легко определить источник. Он где-то на северо-западном конце лагеря. Встречный партизан сказал, что у некоего слепого Петра есть аппарат, и он производит сливовицу высшего качества. Если хотите знать мое мнение, это надо немедленно расследовать. Мешки. Нормальные мешки. Танковый пулемет. Тьфу, обычный пулемет Максим-08. Я-то думал, они могут позволить себе кое-что получше. Понятно. Не, карта открывается. Просто что-то как-то странно. Бегал, нихера ничего не открылось. Ну, наверное, со всеми остальными партизанами нет смысла общаться. Скажут все то же самое. Нет, все-таки открывается карта. Так, тут уже кто-то тусит, я слышу. Как это они называют? Землянка? Это землянка, типа? Шеф, подожди. Что такое, не успеваешь? Курица. Во, видишь, смотри, карта не открывается. Почему-то. Какая рыжая. Бачка. Это интересно. Это интересно. Лапота. Лучше ее не вытаскивать. Как интригует. Интригующе. Партизан. Ящик. Добыча. Какая добыча? Добыча. Понятно. Горшок. Очень впечатляет. Лесной стол. А это должно быть другая половина ствола. Бутылки. Так-так. Полевая кухня. Шашлычница. Интересно, они вообще строили кухню в лагере? Или лагерь вокруг кухни? А вот сейчас открылась карта. Странновато как-то. Так, это что такое? Что здесь? Партизан, партизан, партизан. Костер. Не, подожди. Хочу сбегать вот сюда сначала. Подожди. А он же за мной не успевает, потому что у меня-то сапоги-скороходы. Ага, сюда не надо, да? Окей. Здание, стоящее на отшибе, выглядит довольно загадочно. Это единственное жилище в лагере, более-менее похожее на дом. Кажется вероятным, что лагерь был нарочно построен поблизости от него. Деревянная, с оригинальным крыльцом и окнами со ставнями, избушка наводит вас на приятные мысли. А, и эти маленькие красные огоньки, к чему бы это? Попытаться войти. Вперед, пойдем в лагерь. Попытаться войти. Вы подходите к двери. Она выглядит довольно крепкой. Вы уже протягиваете руку, чтобы открыть ее или как минимум постучать, когда замечаете маленькое объявление, прибитое гвоздем. Вход только для действительных участников партизанского отряда. Так вот, где в этом всем подвох. Конечно, партизаны ведь не обязаны приглашать первого встречного на свои пирушки. Все это время звуки веселой музыки, пение и женский смех доносятся до вас из-за двери. Развернуться и оставить это место в покое. Я понял. Так, ну тогда на этот костер.
Горящие полена и раскаленные угли. Атмосферно. Партизан. В центре партизанского лагеря горит костер. Рядом сидят несколько бойцов, явно уставших от всего, включая освободительную борьбу. Они отдыхают и травят байки. Бутылка сливовицы ходит по кругу, как непременный атрибут всех подобных собраний. Один из них запевает, а остальные начинают подпевать хором. Не прерывая своего пения, они смотрят на вас. Оставить их в покое. Ладно. Оставлю. Так, пойду налево. Раз карта открывается, значит... Побегаю, посмотрю. Тут ничего. Какая-то... Ага, землянка. Опа, рюкзак. Рюкзак. Чем больше рюкзак, тем медленнее идешь. Зато дальше. Цена 500. 100 грамм весит. Красота. Теперь у меня даже больше инвентарь, чем у него. Мощно, мощно. Вот это приятный подгон. Ой-ка. Ни за что. Моя поясница будет мучить меня неделю. Ням-ням. Ложка. Бутылки. К сожалению, они пустые. Ящик. Пустой. Что за страна? Что за страна? Ни Все сыра, пустое. ни картошки. Прикольно. Так. Очень хорошо я сюда зашел. Так, вверх. Что здесь? Картошка. Французская? Отборная? Что-то булькает. Партизан, партизан. Слепой Петр. Ага. Это значит то самое. Бутыль, бутыль. Обычно содержат напитки. Кислостойкий бочонок. Кислотостойкий бочонок. О, Господи! Так во время изготовления сливовицы вы получили субпродукты, которые еще более ядовиты. Стол. Больше похоже на химическую лабораторию. Слепой Петр. Это здесь, без сомнения. Ваш нос вас не обманет. Именно отсюда исходят все эти ужасно неприятные запахи. Здесь ядро невероятного амбре, вонючая бомба, придающая всему этому месту своеобразный оттенок. И, извините за выражение, послевкусие. Посреди этого безобразия, подобно престарелому монарху на троне, сидит дед на сломанной табуретке. В его движениях чувствуется величественность и серьезность. Он напоминает вам некоего гальского жреца, предлагающего своим соплеменникам мистический напиток. Смотреть, что здесь происходит. В этой части поля возвышаются 3 огромных бочонка, в которых, не переставая, кипит таинственная субстанция. Они соединены невероятно запутанной сетью проводов, трубок и шлангов, в общем, похоже на небольшую винокурню. На фоне всего этого восседает церемонимейстер, великий алхимик, проще говоря, слепой старый хрен, отвечающий за производство местного галлюциногена, высококачественной сливовицы. Перед ним выстроилась очередь из нескольких партизан, нервно сжимающих в руках некие бумажки. Встать в очередь. Вы подходите к очереди и покорно встаете в хвост. Ждать. В конце концов, вы дожидаетесь своей очереди. Теперь вы оказываетесь прямо напротив старика. Самогонщик протягивает к вам руку. Я не понимаю. Партизаны сзади начинают толкать вас. Человек, стоящий за вами, постукивает вас по плечу. «Талоны», — шипит он. «Как ты мог забыть свой талон на сливовицу?» Добавляет он удивленно. «Лучше иди в свою землянку и достань его, потому что я спешу». Он бесцеремонно оттирает вас от бутлегера и всовывает ему в руку свой талон. 4 литра желтый, командует он. Очевидно, это же коммунистический партизанский лагерь.
талоны, пайки и так далее. Коммунистическое подполье. Теперь я знаю, почему с рождения был сторонником демократии. В этом лагере происходят вещи, которые нельзя допускать. Система истязает партизан самым бесчеловечным образом. Можете ли вы себе представить, что командир ввел талоны на сливовицу, и только заслуженные борцы за народную свободу могут получить их? Если бы не мой босс, я бы бросил вызов давлению режима. Под лозунгом типа «сливовица для всех» я разрушил бы старый мир и захватил бы власть. Босс, к сожалению, слишком мягок, и, насколько я его знаю, он будет думать о том, чем бы осчастливить партизан, чтобы они сами дали ему талоны. Оппортунист. Прикольно, прикольно. Так, значит, мне нужны талоны. Типа поговорить с ним нельзя, тут только про алкоголь тема. Коробки. И чего только здесь нет. Ну да, практически ничего нет. Презент. Какая забота о награбленном? А, я имею в виду конфискованном. Так, что здесь в центре? Эту картошку я видел. Шеф, подожди. Мотоцикл. Очень хороший. Но, похоже, он вряд ли поедет. Лестница. 2 длинных прута и много коротких. Ящик. Хм. Возможно, они что-то здесь прячут. Все эти прикольные какие-то моменты, непонятно для чего сделанные, но хоть хожу все равно. Слушаю, что он скажет насчет них. Так, выход. Тут ничего, только горы А, и вход. горы слив. Тут ничего, только Вход. горы. Камень. Ну, каменный. Понятно. Каменный камень. Так, это я куда прибежал? А, да, вот. Брезент тот самый. С сундуками, с ящиками. Так, оббежать получится. Еще одна землянка, да? Да. Здесь 2 партизана. Койка. Товарищ командир, Напоминает ту в партизан тюрьме. Шлобанович прибыл. Что Но у тебя несколько за уютней. проблема, товарищ? Явился Сделанный получить из гораздо ежедневный талон более на мягкого сливовицу. дерева. Ты сегодня застрелил кого-нибудь? Маленького нацистского капрала! Тогда получи талон на 1/4 литра. Служу своей родине! Хорошо, хорошо. Свободен. Вот оно когда. У него, значит, талоны. Обстановка в землянке скорее спартанская, но достаточно уютная. Стены выложены примитивными панелями из неоструганного дерева. На одной из этих стен есть карта, а рядом со входом стоит рабочий стол. Картина дополняется койкой, на которой лежит куча заплесневелого тряпья, брошенная в чисто славянской манере. Тот, кто оставил ее здесь, использовал ее как, позвольте выразиться, постельное белье. В середине этого живописного беспорядка стоит командир партизанского отряда, занятый разговором с каким-то партизаном. Простите, разрешите обратиться? Добрый вечер, как там война поживает? И, ох, простите, не та землянка. Простите, разрешите обратиться? Командир, похоже, не замечает вас. Монотонным голосом он отдает приказы своему подчиненному. Это не занимает много времени, и вскоре партизан уходит, а командир обращает на вас внимание. Да, поворачивается он к вам. В чем проблема? Спрашивает он, окидывая вас с головы до ног профессиональным взглядом. Вы чувствуете себя странно. Парень, похоже, прирожденный лидер, его голос автоматически заставляет вас выпрямиться. Гражданин командир, у меня вопрос. Мне просто интересно, нет ли тут для меня задания? Прошу выдать мне дневную норму сливовицы, сэр. Так. Поржал он, смех командира наполняет землянку, заставляя крыс в панике спасаться бегством. Дорогуша, поворачивается он к вам. Сначала ты должен заслужить эти талоны, выполнив боевое задание. Ты, наверное, решил, что мы тут страдаем от переизбытка сливовицы и не знаем, что с ней делать? Возмущается он. Не уверен, что понимаю что-либо в происходящем. Ну, я пойду. Так, разрешите обратиться.
Мне интересно, нет ли для меня тут задания. Улыбка командира становится шире. Все прекрасно и даже еще лучше. Он потирает руки. Молодец, что зашел, потому что у нас тут проблема. Я бы даже сказал, очень большая проблема. Командир прерывается, чтобы подумать. Вертикальная морщинка появляется на его загорелом лбу. Да, команданте, браво кричите вы. Очень большая? Достаточно большая, заверяет командир. Если честно, большая, как несколько тысяч тонн цемента. Короче говоря, это дамба на ближайшей реке. В этот момент он слегка приостанавливается, как будто ожидая криков изумления и замешательства. Так и не дождавшись ни звука, он прочищает горло и продолжает. Наши союзники, неважно кто, собираются бомбить дамбу. Бомбардировка ожидается скоро. Сегодня вечером. Там есть небольшая работенка для кого-нибудь вроде тебя. Он смотрит на вас в своей характерной манере со смесью вызова и надежды. Ладно, я не боюсь смерти, мне везет. Что я должен сделать? Так вот, им нужен сигнал, объясняет командир. В качестве сигнала мы решили использовать разведенный на дамбе костер, который позволит прицелиться бомбардировщикам. Уж костер-то они заметят. Могу ли я рассчитывать на твою помощь? Спрашивает он. Конечно, пробиться к хорошо охраняемой дамбе, пробраться мимо полчищ фашистов, развести костер и вернуться назад. Наконец-то настоящая работа. Или, можно сказать, об этом не может быть и речи. Как-нибудь потом, лучше всего после войны. Я пошел. Ну, конечно, я помогу. Великолепно, кричит командир. Дай, я отмечу это место на твоей карте. Он показывает какую-то точку на реке. Прочитал одинаково. Ну, короче, ты понял. Да, я отмечу это место на твоей карте. Он показывает какую-то точку на реке. Это здесь, ты не промахнешься, объясняет он. Не знаю, не уверен. Я же не союзный пилот. В любом случае, я рассчитываю на награду. Увидимся. Ну, то есть я у него талоны получу. На выпивку. И все, больше говорить не могу. Ты знаешь что-нибудь о бомбардировке? Самолеты не прилетели. Черт! Что могло случиться? Я не знаю. Мы стояли на поляне возле огромного дуба, и ничего. Мы всю ночь ждали. На поляне? Да, на поляне. На поляне? Клянусь Лениным, но бомбардировка должна была быть у реки. Идиоты! Весь взвод останется без сливовицы до ужина. Команданте, помилуй, только не это. Весь взвод добровольно будет чистить сортир. Никаких милостей. Это война. Придется потерпеть до завтрака. Свободен. Прикольно. Так, а что с этим еще? Можно обсудить что-нибудь? У меня вопрос. Командир не выглядит удивленным. Наш гость пришел задавать вопросы. Он улыбается себе под нос. Интересно, продолжает он. Позволь предположить, ты хочешь знать, почему мы стреляли в тебя, а потом пригласили сюда? Он изучает вас так, как будто хочет убедиться в чистоте ваших намерений. Ага. Но меня больше интересует, на кого вы охотились раньше. Раньше? Удивляется командир. А кто тебе сказал? Я слышал от Ива. Вы слышите легкое раздражение в его голосе. Ива лучше бы последить за собой и позаботиться о себе. Возмущается он. Нет дурака хуже, чем старый дурак. Он нервно расхаживает по землянке. Его нельзя выпустить из лагеря без того, чтобы он не нашел очередные приключения на свою задницу. Он размышляет о чем-то. Внезапно он замирает, оборачивается к вам и быстро спрашивает. И где ты в последний раз его видел? На самом деле, я видел его покидающим лагерь. Клянусь всеми сливами в этом лагере, кричит командир. Этот дурак, конечно, опять попёрся в деревню. Отчаяние овладевает им. Разумеется, он отправился к этой юной женушке кузнеца. Он презрительно трясет головой. И уж точно он наживет себе проблемы. Бормочет он скорее себе, чем вам. Некоторое время он раздумывает. Потом, счастливый, как будто ему пришла в голову какая-то идея, поворачивается к вам. Слушай, можешь ты оказать мне услугу? Вы слышите в его голосе искреннюю заботу. Конечно, именно для этого я здесь. Это большая услуга, но я обещаю, если ты это сделаешь, мы поговорим на чистоту. По тону его голоса вы понимаете, что он может сообщить вам нечто важное. Он глубоко вздыхает. Это довольно просто, начинает он.
Мы хотим, чтобы ты доставил этого деятеля, Ива, обратно к нам. Продолжает он. У меня необъяснимое предчувствие, что он ввязался в какую-то отвратительную историю. Могу ли я рассчитывать на твою помощь? Ну, хорошо, но я не знаю, куда он пошел. Нет проблем, будет сделано. А теперь я хотел бы кое о чем спросить. Так, я не знаю, куда он пошел. Но это же совершенно ясно. Вы чувствуете, что командира выводит из терпения ваша тупость. Он пошел в деревню с неизвестной целью. А говоря откровенно, к этой шлюхе, жене кузнеца. Говорят, полбатона лучше, чем ничего. Однако я совершенно не понимаю этого Ива. Какого хрена он туда таскается? Вся деревня кишит немцами. Он подходит к карте и начинает объяснять. Мы здесь, а деревня здесь. Тебе надо пойти туда и привести мне этого Ива. Понял? Я воль, хер. То есть, да, сэр. Разрешите идти выполнять задание, сэр. Опять Товарищ зарисовка. командир, партизан Щелобанович прибыл. Что у тебя за проблема, товарищ? Явился получить ежедневный талон на сливовицу. А опять то же самое. Так, дамба, это уж слишком. Босса никуда нельзя отпускать одного. Буквально 1 минуты без меня хватило ему, чтобы согласиться выполнить задание для партизанского командира. Задание. Честно, я не знаю, почему я должен следовать за этим самоубийцей. Потому как задание заключается в том, чтобы проскользнуть мимо немецких охранников и развести костер на дамбе, чтобы бомбардировщики союзников мимо нее не промахнулись. Я полагаю, что третьей частью задания будет вернуться с дамбы в лагерь. В конце концов, мы не хотим сделать громкое бульк или взлететь на воздух вместе с парой тысяч тонн бетона. Как-то мне это представляется излишним. А второе задание — пропавший партизан. Сегодня мы говорили с этим придурком, я имею в виду с партизанским командиром. К сожалению, он не захотел нам объяснять, в чем там дело с этим узником, которого пытались освободить партизаны. То есть не захочет, пока мы не приведем ему этот ходячий склад боеприпасов по имени Ива. Мы видели его, когда он выходил из лагеря. Он сказал, что отправляется в деревню. У меня такое впечатление, что вытащить его оттуда не так просто, как Ты кажется. сегодня застрелил кого-нибудь? Маленького нацистского... Так, зарисовки. Сливовый... Ага, сливовый сад. Ага, это походу боевая территория. Да, потому что здесь нельзя в режим боев ходить. Сливовый сад. Почему вы не отмечаете? Странно. Ладно, тут сливовый сад. Так, еще одна территория. Самогонную рощу. Да, тоже боевая. Теперь бы вернуться, да, в партизанский лагерь. Так, но мне надо в деревню. Я все исследовал. Тут можно в сливовые какие-то сады и здесь в самогонную рощу. Мне вообще в деревню какую-то надо. Ну, то есть, наверное, сюда. Хотя, наверное, вот это все деревня. Еще вон мост какой-то есть. Сейчас посмотрю, как меня начнут насиловать. Насколько сильные здесь противники. Так, у моего друга что? У него кулаки и обрез. Можно потратить патроны. Офицер вермахта. Ля-ля-ля, ты смотри. Очень быстро убил. Так, а сейчас как я его... Причем, ну да, у него 94 здоровья. И он по мне даже попадает. Опа, еще прибежали. Ну это такое, знаешь, тестовый. Тестовый забег. Значит, эти ребята очень мощные, живучие и точные. Меткие, точнее.
Так. Наверное, прокачиваться теперь тут придется. Офигенно. Но зато Я винтовка стал работает. мудрее. Винтовка работает как надо. Это он все перезаряжает, что ли? Не, это какой-то глюк. Да, это глюк. Он стал там мудрее, да. Так, у него можно прокачать пистолеты, второй уровень. У него же обрез там, да, может пистолеты вкачать. Раз у него обрез. Хотя ловкость тоже нужна. Блин, да даже мне она нужна. Смотри, у меня 14, защищенность 10, а по мне он нормально так всаживал. Да. Чё это? А, ящик механика 250. Но зато у меня есть винтовочка, это да. Ну да, это серьезные ребята такие. Freeze up! Отлично. Они теперь... И вот это вот, смотри, приколюха. Бесконечно перезаряжаются. Так, что здесь выпадает? Перевязочный пакет. Маузер, форменный китель, противопехотная граната. Ящик механика, противотанковая граната. Как противотанковые гранаты начали падать. И маузер с оптической винтовкой. Это усовершенствованная винтовка. Маузер оборудован оптическим прицелом. Характеризуется большой точностью, высоким качеством. Телескопический прицел позволяет метко попадать в цель со значительного расстояния, хотя и за счет снижения скорострельности. Идеально для дальних дистанций. Легко может быть повреждена в рукопашной. Шанс на попадание 2. Ну, она хороша, но она медленная. Ну и у меня уже винтовка есть, так что... Противотанковые гранаты вот начали выпадать, интересно. Военная гимнастерка сделана из зеленой ткани, что очень идет к цвету вашего... то есть обеспечивает хорошую маскировку. Защищенность плюс 2. 2500. Теперь у меня защищенность 12. Ножей до хера. Но, да. А, вот, да, перевязочный пакет. Это бинт, а перевязочный пакет уже 15 дает. Такое ощущение, будто я лишнего использовал. Ну ладно. У меня же еще и торговца, блин, нет. То есть не все так легко и просто, короче. Сейчас будет. Я слышу уже, кто-то вон ходит, солдат вермахта. Это что такое? Это гранат? Ни хера себе. Вообще ништяк. Шеф, подожди. Да мне бы самому смыться. А что такое-то? Почему происходит такая херня? Что-то вроде патрон был, или он промахнулся тогда, или что? Ладно, плевать. Да, вот и все. Были бинты, нет бинтов. Так. Шеф, подожди! Вот эти гранаты, они швыряют М2. Урон 40, дальность 4 метра.
Может, и я в них тогда начну гранаты швырять. Блин, а мне через них еще пройти надо. Может, мне типа их не мочить? Это что за противопехотная мина? Смотри, солдат стоит. Да ё-моё, ну зачем ты... Успел, ладно. А ее разминировать мог, интересно, или нет, гранату эту? Ну, мину, точнее. Так, деньги, перевязочный пакет. Ну, теперь, конечно же... Да, у них на этом уровне, следующем, все улучшено. Типа появляются и бинты более прокачанные. Гимнастерка сразу выпала мощная. Ящики механика выпадают, гранаты. Ну да, это серьезно уже. Давай, 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 перезаряжайся. Ублюдок! Шеф, подожди! Да, надо менять потом оружие, чтобы патроны лишние не тратить. Ты смотри, как мощно по мне попадают. Ага. Ну, гранат я смогу смотрю, очень много. Но интересно, сколько они, конечно, 40. Они дешевые. Они довольно-таки дешевые, да. Не знаю, использовать их, не использовать сейчас. Я вот об этом. Да, что ты будешь делать? Так, стал сильнее, это хорошо. Ты в него выстрелить хочешь, нет? Перезарядил? Перезарядил. Так, нож какой? Вот этот. А, приперлись. Иди сюда. Давай, давай, выстрели. Ну, ты чего ждешь? И вот в этого тоже. Так, отлично. Я надеюсь, у торговца там будет что-нибудь интересное. А то я буду недоволен. Так. Ну, можно еще пострелять. И все. Перехожу на кулаки. Ну, можно... А, я винтовки не умею использовать, поэтому... Поэтому никак. Так, бинты мои. Себе оставлю. Это мне нафиг не надо, тоже нафиг не надо. Но да, эти ребята мощные. Я определенно могу сказать, что они мощные. Они прям нормально так и попадают по мне, и все подряд. Ну, нашел еще бинтов. Я имею в виду перевязочных пакетов, дымовую гранату. И противопехотную, и еще сумку оружейника. Ну и там стволы еще. Да, может быть, гранатами их зашвырять. Чтобы они не выделывались. Так, я пошел вот сюда, да? Да что ты будешь?
Но с другой стороны, эти взрывы наносят очень мало урона, поэтому я не особо-то переживаю. Хотя вот это вот 10 единиц отняло. Ну да, можно поставить себе сапера или как-то так. И будет все четко. И будет все четко. Ну, можно еще починить, чтобы не ходить с поломанной. Здрасте. Ну, в принципе, да, в него одного с такой винтовки стрелять смысла нет. Мы пробежали еще, вот. Блин, стоит. Ты понял, короче. Так, надо у него пистолет убрать. Потому что он кулаками дерется хорошо. Стрелять будешь? Я вообще-то нажал. Ништяк, опять разлетелись. А чё стоишь? Ля. Ты сейчас будешь всех собирать по карте, да? Да режь его, почему ты стоишь? Режь его. Давай режь его. Да, они тоже, конечно, урон теперь не наносят, когда они вот так вот суетятся и бегают туда-сюда, но это, блин, надоедает. То, что они так суетятся. Так, даже шерстяные перчатки выпали. Еще бы пройти пехотную эту... А, вот она. Где ты, урод? Это ты был разве? Мне казалось, другой. Ну ладно, я и тебя порежу. Да, теперь дольше пилить их. В этом втором акте. Жирнее стали твари. Вот еще один форменный китель. Шляпа с полями. Защищает от проливного дождя, а также от яркого солнца. Замечательная штука. Друзья обзавидуются. Интеллект +2 и шанс на промах. А у меня защищенность. Блин, ну защищенность +1. Тут интеллект +2 и шанс на промах. Ай, я больше не могу. Ага, у него уже все. У меня защищенность +2. Тут то же самое. Интересно, что там по ценнику. Ловкость +2, а у меня ловкость +1. Они улучшают мой захват. Шерстяные перчатки. Ловкость +2. А он, да, к сожалению, видишь, не надеть. Так, у меня и патроны кончаются, да? Потихонечку. Можно и подлечиться, в принципе. Понасобирал все. Штык гангрены. Стандартный штык-нож предназначен для битвы в рукопашную, однако широко используется для открывания консервных банок и так далее. Усовершенствованная версия снабжена консервным ножом и штопором. Холодное оружие, требование прочность 70, 90 точнее, а вот у ножа 70. И шанс на попадание +1. А, просто штык. А вот есть
Штык гангрены. Круто, это что-то даже поинтереснее ножа. 2,5 урон. И это 2,5. Но зато шанс на попадание бонус. И прочность больше. Так, я не знаю. Да, не буду я ждать, пока поломается этот нож, потому что... Мне кажется, защищенность плюс 2. Здесь шанс на промах. Я так понимаю, по мне. И интеллект плюс 2. На особые способности влияет. Ну вот что себе поставить? Смотри, сапер. Способность стрелять из снайперского оружия на больших дистанциях. Винтовка с оптическим прицелом обязательно. Сапер. А, это снайпер. Прикол. Вот собирать найденные вами мины. Появляется способность. Так. Вот тут дохера мин. Может быть... Здесь эти способности и пригодились бы. Паника. Снайпер. Хорошее ружье с оптическим прицелом. Мечта многих мальчишек. Кто сказал, что нужно отрекаться от своих юношеских идеалов? Наш совет. Переработайте этого козла на собачьи консервы. На больших дистанциях стрелять. Ну а мне это зачем? Все равно в ближний бой потом снова входить. Временно оглушать. Близстоящего, не знаю, приманка. Маленькая пищащая резиновая уточка. Такой же прекрасный спутник на войне, как и в ванне. Персонаж бросает резиновую уточку в заданное место. Враги слышат странные звуки и прибегают проверить. Требуется резиновая уточка. А вот зачем эта утка. Приманка. Сапер. Если я... Да, вот... Может быть здесь прокачать эту способность. Как думаешь? Как думаешь? То есть сапер, чтобы я мины собирал. Способность собирать найденные вами мины. Эксперт-подрывник. Способность находить, избегать или обезвреживать все виды взрывчатки. А, видишь, мне нужно и это вкачать, и вот это вкачать. Да, это долго. Хотя, может быть и нет. Давай попробую. Интересно очень. Эксперт-подрывник. Хочу находить. Эксперт-подрывник. Интересно. Да, я понимаю, может быть ловкость там надо было бы вкачать, что-нибудь такое, но я решил так. Так. Обнаруживать. Посмотрю, как я... А вот, обнаружил. Слушай, она появилась довольно-таки быстро. Я не успел среагировать и остановиться. Почему рядом со мной не бегаешь? Слушай, Уган, я раздобыл для тебя бумаги, наконец. Француз на картинке вылет и ты. Правда? Задыхается он. И вам кажется, что на некоторое время он полностью трезвеет, или, по крайней мере, трезвеет настолько, насколько способен это сделать человек в его состоянии. Он выхватывает фальшивый аусвайс у вас из рук и быстро просматривает его. «Фантастика!» – заявляет он. Затем внезапно непреодолимый шквал эмоций накрывает его с головой, и не успели вы сказать и слова протеста, Иоганн бросается к вам и заключает вас в братские объятия. Вы чувствуете себя так, будто только что приземлились в центре пивоварни. «Босс», – всхлипывает он, – «ты и я, а? Мы никогда не расстанемся. С твоими мозгами, со мной в качестве гида, вся Европа нам будет открыта», — говорит он, щедро сдабривая свои слова брызгами слюны. «Ладно, хватит. Говорите вы, с отвращением похлопывая его по плечу. Выше нос, пошли». Так, понятно. Хотел попросить, поближе держись. Хотя он все равно как будто далековато от меня бегает. Вот, вижу. Противопехотная мина.
Вот. Мне нужна способность. Да, как только я к ней подхожу, к мине, я умираю. А теперь мне нужна следующая способность. Чтобы мины эти подбирать, а не только обнаруживать. Ну, все равно ты понял. Я отойти успел, а он нет. Он завершал свой великий маневр. Поэтому наткнулся на мину. Так. Только не говорите, что я сюда зря зашел. Ну, конечно, не зря, я получил опыт. Но я не хотел в сливовый сад. Я не хотел страдать зря раньше времени. В сливовый сад. Погнали. Самогонную рощу. Вот появился, да, переход. Подожди. Вот. Это сейчас самогонная роща. Сливовый сад. Это где? Наверное, сместилась. Так. Чё, пойду направо. Противотанковая мина. Вообще ништяк. Если я на нее наступлю... Да, она тоже взорвется. И она нанесла уже нормальный урон. 34. Аж ее можно продать как минимум. Поэтому нормальная способность мины находить вот так вот и подбирать. Нарвусь на кого-нибудь, да? Хотя, если по краю бежать, может быть и нет. Шеф, подожди. А ты что, устал? Ну да, мой персонаж тоже устал. 2 патрона осталось всего. Да. Шеф, подожди. Хотя подожди. Эксперт-подрывник. А потом же можно подбирать то, что я обнаружил. А эта способность... Шеф, подожди. Как быстро я... То есть ты понял, да? О чем я? Как быстро я могу очередную мину разминировать? Здравствуйте. Да, неприятно. Переправе отчаянных. Это вообще в другое место. Ну, наверное, это уже дорога. Наверное, это уже деревня. Блин, я бы повоевал еще, но видишь, у меня уже... Поэтому мне бы в деревню как можно быстрее. Тихо. Шеф, подожди. Офигенно. Ну вот как это? Как ему сказать стой? Шеф, подожди. Гранаты кидают, твари. Нормально. Так, у него кулаки, да? Сейчас он опять упадет. Нормально. Рубим. Снайпер, иди сюда, снайпер. Так. Вот и все. Нечем полечиться у друга. Это не очень хорошая новость. Все, зарубили, дымовая граната. Да, у них тут, короче, гранат дофига. Так, изучаю. И взял, встал. Почему встал? А чё встал-то?
Еще одна мина. И все равно взорвалась. Причем у меня -1 из-за защищенности, наверное. А у Ягана -10. Устал. Отдохну. Все, отдохнул. Вон еще мины. Так, в чертову... Что? Чертова долина. Это еще дальше куда-то. Так, мне туда не надо. Можно мне в деревню? Вон еще. Да, я видел, но я просто не вижу смысла. Да, я походу все мины соберу. Эта способность уже не нужна будет. Зря вкачивал. О, в деревню. Все, здесь воевать нельзя. Значит, я пришел. Шеф, подожди. А, не открывается, потому что я типа по самому низу бегу. Понятно. Блин, хотел к краю карты, в итоге что-то бегу и бегу и бегу и бегу и бегу. Заборы, какая-то херня. Корова. Надеюсь, не бешеная. Чё у нас тут? Пройти не могу. А, это типа река. Чё вы меня лишили выносливости в городе? Дали бы мне возможность бесконечно бегать? Ну, вы, конечно, даете. Так. У него аптечка есть. И у меня аптечки 2. Да, кстати, когда ты лазишь там по инвентарю и так далее, не восстанавливается ничего, поэтому надо ждать в игре. Возможно, это выглядит как часовня, но что это на самом деле? Так, на самом верху мост куда ведет? В Шеф, поле. подожди. Поле. О, дамба. То есть это та самая... Ага. Дамба. То самое место, где мне надо взорвать, что ли, что-то. А, мне нужно костер поставить. Для бомбардировщиков. Уборная. Я туда не пойду. Я туда не пойду. А чё? Так, тут тоже ничего нет. Доски. Шеф, подожди. Шеф, Должно быть у них подожди. огромный кредит на лесопилке. Двери. Мельник. На реке, рядом с опушкой леса, стоит мельница. Она выглядит старая, а ее водяное колесо висит без дела. К сожалению, уровень воды в запруде слишком низок, и его недостаточно, чтобы сдвинуть с места такую махину. Невдалеке от своего рабочего места нервно расхаживает крестьянин, выглядящий очень, как бы это сказать, мучнисто. Цвет его лица, мягко говоря, необычен. Говоря откровенно, он бел, как мел, да еще вдобавок присыпан мукой. Мука сыпется с него на каждом шагу, что придает ему несколько потусторонний вид. «Доброе утро, я представляю налоговую инспекцию Рейха. Вижу, мельница не работает, могу ли я чем-нибудь помочь?» Ваш вопрос явно ошарашивает мельника, стоящего перед вами. Он удивленно смотрит на вас, чешет голову, поднимая облако. Будем надеяться, муки. Он оглядывается, а затем опять поднимает голову. Это правда. Мельница не работает, подтверждает он. Но я как-то привык к этому. Он широко улыбается. Ко всему привыкаешь? Я не понимаю. Вернее, ты не понимаешь. Я хочу помочь тебе. Сделать что-то бескорыстно.
Конечно, как всегда и бывает, потом я получу какую-нибудь награду, или ты расскажешь мне что-то очень важное. Лицо мельника пока что отражает изумление всем вами сказанным. Он в замешательстве оглядывается по сторонам, а затем спокойным голосом, как будто разговаривая с серьезно больным, объясняет. «Но мне все равно, что мельница не работает», — говорит он. Некоторое время он наблюдает за действием своих слов, потом продолжает. «Я уже привык к этому. Это достаточно удобно, и не приходится беспокоиться об этой чертовой муке», — добавляет он. Он потирает руки, поднимая облако пыли, белой пыли. Облака белой пыли. Это трудно понять. «Ты уверен, что тебе от меня ничего не нужно?» «Нет», — отвечает мельник. Он медленно улыбается, потом, подумав еще, прибавляет. «Хрен тебе, старый. А то еще стукнешь меня мешком с мукой по голове. Знаю я вас». Услышав это, мельник разворачивается и начинает улепетывать со всей возможной скоростью. Можно сказать так, что пыль столбом, только это скорее не пыль, а мука. Погоди, бог с ним. Понятно. Рюкзачок видишь? Я вижу. Так. Естественно, я буду себе все надевать. А в чем прикол? Типа, ничего не увеличилось. Так, рюкзак. Чем больше рюкзак, тем медленнее идешь, зато дальше. 72 килограмма. У меня и был такой переносимый вес. Так, размер инвентаря тоже не изменился. Нет места. Я больше ничего не могу взять. Так. Может быть, у него получится расширить. Ты погляди, видел, да? Что происходит? То есть, короче, оно уменьшается, а потом снова увеличивается. Но походу один рюкзак можно только использовать. Ну и ладно. Тогда этот я продам. Картошка. Сырая. Грядка. Тыква. Тыква. Много картошки, я смотрю. И есть нормальная, причем. А есть сырая. Вот нормальная. Валуны какие-то. Шеф, подожди. Не знаю, зачем я соберу всю эту картошку. Ну, вроде она закончилась. Может быть, она кому-то нужна будет. Еще один шедевр кузнеца. Сильный парень. Что за кузнец? Шеф, подожди. Мне кажется, они знают то, чего не знаю я. Так, что за дом? Телега. Кто-то возил на ней сено. Угу. Даже танк. Так. Клиент. Здесь типа бара. Доброе утро, как насчет торговли? Вот, в центре квадратной площадки, заполненной множеством столиков, стоит мужчина. На первый взгляд он выглядит так же, как и любой другой представитель борющегося югославского народа, но что-то в его поведении говорит вам, что перед вами необычный завсегдатый этого заведения. Он одет в темные тона, как и большинство местных крестьян. Его отличительный признак – огромные черные усы, занимающие половину его лица. Другая половина покрыта синей щетиной, которая, несмотря на постоянное бритье, прорастает за считанные минуты. Он внимательно изучает ближайшие столы взглядом профессионала и лучится от гордости. Никаких сомнений, это хозяин.
Вы подходите к нему. Ой, простите, я плетнем ошибся. Доброе утро. Хорошо, вы слышите какой-то исключительно неприязненный гул в голосе хозяина. Он смотрит на вас угрюмо. Но это длится лишь краткое мгновение. Секундой позже он разворачивается и возвращается к любимому времяпрепровождению всех владельцев питейных заведений во всем мире, брожению вокруг столиков. В любом случае, я не собирался ничего заказывать. Так, как насчет торговли? Вот, ботинки лейтенанта Бимбера. Скорость +2, обаяние +1, защищенность +1. Стоит 1500. Колбаса и сливовица. Бутылка лучшего черногорского пойла. Что за цвет, что за аромат. Достаточно посмотреть на нее, чтобы содержание алкоголя в крови достигло как минимум 1/2000. Больше, чем вино дает. 25 хп целых. Я так понимаю, тоже повышает переносимый вес. Каска за 300. Обычная каска за 258. Ну, я, наверное, все-таки оставлю, да, ту свою фигню. Так, обойма. Нож ловкости. Можно, в принципе, знаешь что? Вот так сделать. Короче, ловкость эту починить. И все будет четко. Так, рюкзак за 350. А написано было 500. Зараза. Так, форменный китель. Но у меня уже все есть. За 1700 могу продать. Шлеп 4000 у меня уже есть. Гранаты противотанковые. Смотри, сколько стоит. То есть это расходники просто. Просто бросай и взрывай всех. А дымовая... Я не знаю, что делать дымовая. Дымить, чтобы меня не видно было. Не знаю, наверное. Так, пока. Все, теперь надо еще раз. Как насчет торговли? Что у тебя еще? О, овечья шапка. Типичный образец овчиной шапки. Защитит от суровых зимних морозов не только вас, но и всех блох в округе. 700 денег стоит. Интеллект +2. Защищенность +2. И шанс на промах +2. Ничего себе. Я тогда буду в овечьей шапке за 700. Патроны к дробовику мне нужны. Ружейные патроны. Мне надо все это будет скупать. Ох, очень долго. За перевязочный пакет всего 10 денег. Нормально. Все напродавал, понакупал. Купил себе овечью шапку. Кожаный ремень, сила +2. Разница только в том, что сила +1 была, а теперь 2. Шерстяные перчатки защиты, удача, ловкость, защищенность. И все. Ну и патронами закупился. Так, клиенты, брезент. Точно, кабак закамуфлирован, чтобы бомбу не сбросили. Груда железа. Похоже, останки Фиата Мирафиори. Ящики. Эти пустые ящики из-под сливов. Так, что еще тут есть? Ну, танк. Да, это понятно. Трехручный топор. Стол. Кто здесь живет? Кузнец. Жена кузнеца.